То есть брат тебе делал массаж? Да, и в какой-то момент ему что-то шибануло, и он так раз придавил меня в том месте. Я такая говорю: никогда больше так не делай. Но я почувствовала сильную боль. Но потом это там и уколы были, если что не делала. Но это уже 1,5 года, где-то год прошел, да. Вот это опять завтра стартуем новая школа, и я опять Ну, не могу ходить. то есть, получается, и в первый раз стартовала Да, школа, да, да, и сейчас да, стартует школа, и у да. тебя этот. А сейчас почему она начала болеть? Тогда брат прижал, а сейчас? Ну, сейчас она просто начала болеть. Потом я же, конечно, пару раз к нему на массаж ходила, оно легче становилось. Но, тем не менее, вот сегодня вообще полный, ну, дошли мы до точки, скажем так. Ну, А было на массаж легче. ты снова же брату пошла? Ну, да. Знаешь, это как говорят, если хочешь другой результат, то надо какие-то другие действия совершать. Как бы, Может, и ну, так, да. а еще, ну, там, может, снимки какие-то, ничего не делала? Ну, Ну, оно в ж не может среду у быть. меня термин к врачу, я, скорее всего, пойду на больничную, возможно, мне придется даже завтра, но я не могу подвести коллег, потому что, ну, новое обучение, полностью новый концепт, я его сама не знаю, у меня 8 человек детей будет, восьмиклассников, и девочка, которую мне надо обучить, она тоже ничего не знает, ну, первый раз. Короче, Мгм. заболеть нельзя, называется так, Так, но хорошо. И что ты получилось. тогда хочешь, вот как цель прям нашей сегодняшней работы? Хочу разобраться, что с этой ногой, ну, почему оно там зажимается, с чем это связано, убрать, по крайней мере, на эфирном плане. У меня был такой момент сегодня, я нагнулась, ну, уже там гимнастику делала как могла, искала с пластырем, в общем, решала как могла эту проблему. А потом так нагнулась, как бы, знаешь, как вот это называется, преклонить колено перед, да? И в этой позе было не больно. Я так, вау, классная поза, да? Но в этот момент я подумала, что я не хочу больше преклонять колено перед антимиром. Ну, не знаю, что это дало, не дало. Но я думаю, что Мгм. что-то с этим связано есть, такая мысль пришла, да. Ну, в любом случае, хочу, чтобы не болело, чтобы я могла ходить. Почему именно левая нога? С чем это связано? С чем бы то ни было убрать? С чем это связано? Да, если какие-то воздействия просто отправить, потому что ну просто так не бывает, да. Совпадений нет, мы знаем об этом, да, случайностей. Все не случайно. Ну и по старым аспектам там чуть-чуть. Ну, давай тогда и те парочку аспектов, которые, если, ну, как бы, а, могут быть связаны с этой целью, да, если там есть что-то. Ну и то, что тебе важно, прям рассмотреть, что если у нас будет там возможность, то заглянем и туда. Цель сеанса — убрать все негативные подключки, зацепки, импланты с моего физического эфирного тела, расторгнуть контракты, заключенные мной в этом и предыдущих воплощениях, убрать все магические воздействия на меня, если были, вернуть всю карму, переброшенную на меня другими людьми, наполниться энергиями добра, любви, счастья, мира, гармонии, выполнить миссию, которую я выбрала для себя перед воплощением, выйти в более высокие пространства и очистить все, что мне принадлежит от всего чужеродного, не соответствующего иконам любви, иконам Первотворца жизни. Я хочу посмотреть ситуацию с мошенниками, почему это произошло в моей жизни, какой я урок должна была вынести с этого. Эм, Вынесла ли это, то есть разобралась ли я с ситуацией достаточно, я для себя думаю, что да. Ну, как бы, если что-то осталось, еще там оставалось в пространстве, просто убрать, выкинуть это с моей жизни, оставить только опыт, им карму за то, что они сделали, ну, каждому, скажем так, по его заслугам. Я прощаю себя за эту ошибку и хочу, чтобы в моей жизни наступила гармония, принятие и, скажем так, чтобы эти ошибки в будущем не повторялись, чтобы я за этим помнила. Эм, Также хочу попросить прощения Первотворца, возможно, что я вот как бы пошла не по тому пути, я для себя поняла, что это не мое, что я отказываюсь взаимодействовать с Люцифером, принимать его уловки через курение, алкоголь, наркотики, мясо, агрессию, злость, ругательство, самоуничтожение и так далее. От всего этого негатива хочу очиститься и очистить свое пространство, все то, что мне принадлежит, и разорвать все, скажем так, связи, которые мне уже не нужны, не важны, скажем так, гармонизироваться, просто вернуть себе обратно свой покой, свою жизнь, саму себя. Эм, Ну, в принципе, я бы сказала, что если не распорашиваться, то только на этом останется. Просто очиститься от всего ненужного. Посмотреть, почему произошла эта ситуация с ногой, почему эта ситуация повторяется.
Хочу иметь здоровье и, скажем так, гармонию в своем мире. Валерия, Просто а были еще почиститься. какие-то Да. проблемы с ногой раньше? Ну, вот это вот год назад, и, ну, периодически она напоминала о себе, именно левая нога, и оно так странно идет как бы поясница, потом седалищный нерв, потом передается дальше, прям до пальца этого левого, который меня периодически гнет в одну сторону. Ну, мы же смотрели там, неправильными дорогами ходила, да. Также хочу очиститься от коммунистического пафоса. Может, с этим уже пора разобраться, я уже отказываюсь от этого. Ну, так, в принципе, все. Просто хочется А убрать когда все нога начала негативное. беспокоить? Именно тогда, когда с братом ситуация произошла, или что-то в детстве, вот что-то было, еще какие-то ситуации с ногой? Ну, я бы сказала, что это более вот актуальное сейчас. Прям, ну, побаливало чуть-чуть, но не так сильно, но сейчас прям интенсивно. Возможно, я еще разговаривала Побаливала со своей Мгм. начальницей, и как-то, ну, там мы говорили о часах, увеличении работы и так далее. Но она мне уже пару раз проявлялась так довольно плохо. Рози ее зовут, Розалинде. Эм, После этого, мне кажется, так может, прям начала болеть. Не знаю, что это. А раньше? Ну, мы уж пересекались на работе, я, конечно, не знаю, не могу говорить, что это. Я хочу Нет, я про узнать, ногу. откуда Я это. хочу просто нога, когда начала тебя прям беспокоить? Вот эта левая. Когда начал Ну, загибаться палец твой? ну, я думаю, пару недель назад, где-то так можно сказать, да. Мгм. То есть эта ситуация там, тянется с прошлого года, да, с ногой, не раньше? Раньше с Нет, ну, оно ногами все было болело, потом хорошо. перестало, все было хорошо, а теперь обратно вот как бы возобновилась, да, вторая серия. Ну, болела, в смысле, после, вот этого ситуации с братом, да, не раньше? Ну, первый раз, да, я думаю, что там все началось, да. До этого с ногами было все хорошо. Да, Мгм. Хорошо, имя брата подскажи мне, пожалуйста. Константин. Ну и на всякий случай мама, папа. Раиса и Николай, папа уже умер. Отказываюсь от принятия символа цельнозора, от этого слишком часто, ну как, не лишнее отказаться. Если от него что-то прилетело, тоже пусть забирает, применяет на себе же. Там у меня Мгм. Людмила постоянно маяковала, она сейчас наконец-то вышла с моего проекта. Год тоже прошел, отмучилась с ней, тоже часто Так, выходила. Ну хорошо. и последнее, хотелось бы узнать, один человек, у меня там было вот эти мошенники, там Алексей звали и Антон, ну, если так. Мгм. И посмотреть, Александр, да, что он в моей жизни означает, это знакомый, как бы. Есть ли какие-то негативные воздействия, скажем так. Хорошо. И когда, какой для тебя будет наилучший результат нашей сегодняшней работы? Я чувствую себя облегченной, уверенной, спокойной, гармонизированной. У меня ничего нет, вернее, я чувствую себя хорошо. Да, нет никаких болей, все отлично, я делаю свое дело и радуюсь жизни. Виктория, Мгм. ты готова? Да, Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство, где будешь считывать только истинную информацию. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. да. Что ты видишь? Я вижу в секторе магии, как услышала хруст, и вижу как будто бы часть спины Валерии. Она лежит как бы на животе. Мгм. А там такие, как черные руки, считываются как пяльца и щупальца. Мгм. И в этих руках, ну, такие как энергии, как нити,
толстые, считывается «Я тебя убью». И я вижу лицо и слышу, что эти энергии работают. Вот слышу Константин, вижу ее брата и вижу Мгм. подключки, которые идут от этой ситуации. В нем как будто бы сущность какая-то. Вот эта черная энергия магическая. Считываются боевые искусства в этой энергии. Сейчас я смотрю. Энергетический удар он использовал. Мгм. Вот это. И это тянется в этой энергии в сектор и интерферентов. Там открытый портал, как колодец. И эта энергия таким шлейфом туда тянется. А также к Валерии идет на запястье, на правую руку. Обхватывает вот так. И тут тикают часики. Вот здесь. Там, где на правой руке. И пошло вот так где-то здесь, раздваивается и идет а, прямо в седалищный нерв, там, где он вот это нажал, Мгм. и пошло по левой ноге, вот она лежит, да, это вот по левой ноге, и действительно под коленом как будто бы вот такой 20-сантиметровый отрезок трубы, через который энергия вот так. Знаешь, как в кране бывает, вода то течет, то не течет, то напор такой, что выбрызгивает воздух с водой. Мгм. Вот так вот там происходит. Левая нога, большой палец вот так вот вытягивает, выкручивается, считывается косолапит, и вот так вот его выкручивает, и такой закручивается в спираль, и прямо вниз идет, Мгм. и куда-то вот туда. Также у Валерии на голове какой-то имплант, похож на как летающая тарелка, что-то вот такое прозрачное, что-то там еще летает и м, как бы говорит постоянно. Как, ну, как надувной такой какой-то, как этот спасательный круг, скажем так, прозрачный. Вот это над головой. Подключка Мгм. эта прозрачная тоже, как будто бы в розетку вот так воткнулась, тоже в сектор магии. Мгм. Так, хорошо. Отсоединись от этого всего пока что. Да. На счет 3 найди эфирное тело Валерии. Валерия. Один, 2, 3. Ну, я вот ее вижу, вот это она и есть. То есть Хорошо. за этими Считай. всеми имплантами. Считай ее эфирное ДНК. Валерия ли это? Да, это она. Кроме того, она показывает руки, как будто бы связаны, спаяны буквально между собой, и там ключ, какой-то черный ключ. Потом ключ в шкатулке. Шкатулка как-то в сектор интерферентов. Мгм. Хорошо, спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Вот эти руки, которые ей массаж делают, вот Мгм. эти, э, я слышу, подсознательные программы убийства. Так, Они хватают ее за горло, за рот, сворачивают шею. Я слышу хруст. так. Передай Вот так. Валерии, что это все просто программы, и что она главная в ее пространстве, она может пока в сторону убрать эти все программы чужеродные. И если она даст свое согласие, чтобы мы с ней могли потрудиться с ней для нее, то мы можем помочь ей это все почистить, убрать, освободиться.
Она находится в капсуле. Так. Капсула а, до половины вот так, как-то наискосок, непрозрачная, там, где ноги, и прозрачная выше, и провода. Вот эта розетка, никогда такого раньше не видела. Белого цвета розетка, воткнутая. И потом еще один провод идет. А она как будто бы не сопротивляется этому, этим энергиям. Мгм. Передай ей всю информацию, что ты увидела, что происходит в ее пространстве, а также то, что ее сознательная часть хочет от этого всего освободиться, очиститься. Для этого она к нам сегодня обратилась. Для того, чтобы могли мы ей помочь, она должна дать нам согласие, потрудиться с ней для нее. Она показывает двумя руками вот так в сектор интерферентов и говорит: у меня нет духа. И чувствуется а, сильная то ли магия, то ли гипноз. Как будто бы перешла черту или точку невозврата. Так. Ну, передай, Как что будто бы эти все. набрала такую вот, я вижу, что такая же вот, как у нее эта капсула. И еще одна капсула, где она потеряла этот свой дух, который она говорит, Мгм. находится вот возле правой ноги. Так. Спроси нее, нравится ей такое состояние, и помнит ли она то состояние, когда у нее был дух? Что ей больше нравится? У нее импланты, вот я считываю, звучит Валерия. Из глаз чужая энергия, черная, которая, ты говоришь, она пытается напасть. Вот прямо выскакивает из глаз. Вот так. Ну, я обратно. Мгм. Вот. Спроси Валерию, она помнит себя свободной тогда, когда у нее был ее дух? Она это помнит? Свои ощущения, свои вибрации, свое состояние? Она говорит, я знаю, как это было. Хочет ли она это вернуть? Она говорит, у меня нет претензий к нему, Кому у нее нет претензий? к ее брату. Так, ну, хорошо. А, как бы скажи, что там, может, и Она не говорит, брат, но что она его светлая приняла. душа. Ну, он же освобожден. Что такое? Что я ей Мгм. передаю, что она Что говорит, это что н она приняла его дух. м. Так, я поняла. Передай, что как бы все эти негативные какие-то воздействия, это не к ее именно брату, к его светлой душе никакого, отношения не имеют, что это просто воздействие от программ негативных. И если она хочет, она может это все убрать, очиститься, освободиться от этого всего. Да, и вот она встает из это считывается с позы подчинителя, подчинения. Вот с этого стола Мгм. массажного она встает и Так. смотрит и видит эту подключку. Мгм. Она к эгрегору подсоединилась, то есть в нем, если я не ошибаюсь, то у него последний сеанс не получился, но он так и не пришел к нам дальше, больше. Вот. М, передай, да, что это совсем не его светлая душа, как бы, что его светлая душа никак к ней негативного ничего ей не сделал. Сейчас, одну секундочку.
Это как будто бы какой-то, э, знаешь, как бесплотный. Так. Где ты его Какой-то видишь, в какой символ. ситуации? А вот я вижу в этом духе, вот этот дух черный, да, и там какой-то М. символ, Посмотри, и что это за считывается символ. человеческая энергия, и символ в таком почти квадратик, что-то такое. Считай, что это за символ. И он считывается энергетический удар. Я вижу лицо Константина, и у него на лбу этот символ. Мгм. Так. Передай Валерии информацию, что если она хочет, она может освободиться, очиститься, а также тем самым она может передать потом информацию и помочь освободиться, очиститься своему брату, если она все это захочет сделать. Она снимает из головы вот эту штуку. Я ей передаю, что она не несет ответственности за то, чего не понимает ее разум. Мгм. И она сейчас может отменить это решение подчиняться воле этого духа и может отменить то решение идти на массаж к брату. А, Этот дух в Константине считывается как волевой, подожди, опять вернусь, Мгм. волевой убийца. Мгм. И я вижу, как вот этот символ, э, как будто бы ну, не совсем квадрат, а как будто бы такие квадратики какие-то, ну, такой заокругленные края, а внутри такой символ. И этот символ как будто бы центр концентрации энергии, но Мгм. не божественному, оно считывается сообразию, а по магическому, насильническому пути, магическому. Мгм. Так. Передай всю эту информацию Валерии и спроси у нее еще раз разрешения потрудиться с ней для нее. Отсюда, изнутри, там, где голосовые связки, не изо М. рта, выходит нет, нет и еще раз нет. Вот Так. отсюда То есть идет. чья это энергия? Сейчас я посмотрю. Считывается доминанта власти над собой. И я вижу эфирное тело Валерии, как будто бы она идет, и такая нога левая у нее, как отваленная, большая, толстая, черная, и она ее так тянет за собой. М. Считывается умерщвление нерва. Мгм. Я спрашиваю, почему она не разрешает поработать с ней? Так. Что она отвечает? Она боится и смотрит на дух. То есть она смотрит как в сектор магии. Сейчас я стану за нее, за спину и посмотрю, куда она смотрит. Мгм. Я спрошу, что она видит. Посмотрю. Да. Что она боится? Она вот этого духа боится. А он как двухмерный считывается. Одна мерность это вот эти черные энергии, как смола, магия в чистом виде. Мгм. Вторая, как такая коричневая тень с этим считывается как эфирный двойник, учитель,
Константина. И во лбу у него этот квадрат. Я думаю, М. нужно с Константином поговорить, что это у него за дух. И когда она смотрит на него, то она начинает дрожать. Вот так Так, вся вот так хорошо. дрожит. Напомни, передай Валерии информацию из всех, а, твоих сеансов, да, когда ты также встречалась с духами, как там люди с ними справлялись, как Мгм. это все И происходит, она кто там быстренько, я главный. вижу, как она быстренько берет в этот момент и зажигалку, и курить. И с мыслью забыть, забыть, забыть. Я вижу, Мгм. и образуется вот этот туман в голове, вот это а, Передай ей, как что она творец, спасительный она круг вот этот. над головой, да. Передай, что она творец, она хозяйка своего пространства, что этот дух находится в ее пространстве только потому, что она боится, и она его сама дала разрешение, чтобы он там находился. И если она нам разрешит, то мы можем помочь ей освободиться от этого духа, очистить ее пространство. Вижу внутри, они ее держат так, буквально считывается, заколотили, держат, как будто бы множество рук. Схватили ее и держат. Так. А можем ли мы сейчас найти тот момент, когда это впервые этот дух появился в ее пространстве, или без ее разрешения нельзя это сделать? Ну, нельзя, конечно же. Мгм. Хорошо. Тогда, передай ей еще раз, что этот дух в ее пространстве только с ее разрешения. И он там хозяйничает только потому, что она разрешила, только потому, что она боится. Да. Передай ей информацию со своих сеансов, когда с похожими же духами справлялись, убирали, очищали, изгоняли люди из своего пространства. И что она может Мне точно так же пришло, что сделать. она не хочет работать над собой, она хочет просто получить как даром, Мгм. готовое. Она хочет перескочить, поэтому у нее Мгм. не получается. Получается переизбыточный потенциал. Так. Хорошо. Передай всю эту информацию Валерии и давай еще раз спроси у нее разрешения потрудиться с ней для нее. Сейчас она говорит: "Я разрешаю". Мгм. Я еще раз ее спрашиваю. Мгм. Да, она говорит: "Да". Прекрасно. На запястье часики на правом. Что это такое? Посмотри. Там написано, там звучит вот так, что я пришла, чтобы умереть преждевременно. И с этим связана вот эта как ватная нога. Она похожа на такую грушу, куда боксируют боксеры. Такая огромная, неповороткая. А на спине, где центр этих нервов, там такой механизм, который крутится. Внутри вот эти что-то, механизм крутится там все. Так, что это такое за механизм? Оно тоже связано с часиками. А я Так, вижу, слышу, как этот дух шепчет таким голосом противным. Не то что противным, а как что потусторонним. он, что он шепчет? Он говорит, что он научит ее быть с ней, со мной, говорит, я научу тебя быть со мной. И он выходит и встает справа от нее и лезет ей в трусики. Так, приказывай ему отвечать, кто он такой.
говорит алгоритм, это программа. Убийство духом. Это вот этот дух, который черный внутри, потом прозрачная оболочка коричневая, и вот этот квадрат странный между бровями. Так. Между чьими бровями квадрат? Его, у него. Мгм. Что это за энергия? Концентрация воли убийцы. Так, что он Это как делает в третий глаз, пространстве? только квадрат такой, и там такие какие-то. Что он делает? В пространстве Валерия. Он говорит: давлю. И я вижу тот момент, когда Константин надавил на вот так сильно, и там хряп, Мгм. и когда это произошло, то я вижу этот механизм, где работает эта связка этих нервов, там Мгм. перекрылась, как будто бы такое лезвие, как ножик такой канцелярский, имеет такие треугольные лезвия. И вот там что-то как будто бы сломалось, и так шух, и там, где нерв, он сразу почернел, и разветвление тоже, и пошло по пальцам, а правый, ну, большой палец, ну Мгм. да, он справа, он так его затянуло, и образуется такая воронка, и прямо потом вниз. Так, что это за воронка? Это такая подключка, утечка энергии. И утечка ее жизненной энергии, воли. А вместо Так, этого вот этот имплант вот это на голове, как подушка. И то он есть это все. заменил, да, и он заменил, как будто бы заменяет ей проводника, мужчину. Вот. Наверное, из-за этого вот у них и разлад с Так, Женей произошел. хорошо. В этот момент, когда он, ну, надавил, образуется ли какой-то контракт в Валерии в пространстве? Да, я Так. вижу вот на этом контракте тоже вот этот знак квадратный. И он ей так в лоб просто ляп, я просто услышала, как М. ляпнул на лоб ей. Момент образования контракта. Да, Тогда проявляем полностью этот контракт, и всем сторонам этого контракта я приказываю проявиться и стать по старшинству. ам, а вот этот бесплотный, как будто бесплотный, или это его дух? А, Он как будто бы японец какой-то или китаец. Он как-то назвался а, по-иностранному, типа по-китайски, по-японски. Назвался, так вот головой кивнул. Он находится в секторе магии. Говорит, что он учитель бойцов, Мгм. босой. А в секторе духов там портал открытый, Так. черный. Считывается бойцовский дух. Так, там как пропасть такая, как будто бы в горах, такой, как пропасть. И там все черное, а на дне сидят. Это как в кувшине. Это в секторе духов. Сидят а, Так. какие-то учителя, Мгм. считывается запертые души, ученики вот этого учителя. Мгм. Так.
Хорошо. Ну, Какой-то Лао Цзы или что-то такое звучит. мгм. Ну, давай передадим информацию о освобождении с алгоритмом этим ученикам, кто там заперт, если мы Ну, имеем еще на это нечего право. передавать, еще Валерия не освободилась. Хорошо. Тогда вернись в момент, когда этот контракт образовался. Да, сейчас я посмотрю, что предшествовало. Вот этот момент должен быть, когда Валерия почувствовала, что ей не нужно обращаться к брату, но она обратилась. Мгм. Так, почему? Она себя не послушала и всё равно обратилась. Ну, сейчас я хочу найти тот момент. Я ее спрашиваю, что она почувствовала и где. Мгм. Так, Я вижу, почувствовала. что Мгм. в эфирном плане это выглядит как вот на уровне сердца, как будто бы такой огонек зажегся, он странный такой, как пластиковый, Мгм. такого коричнево-красного цвета. Он как бы начинает к ней пробиваться. Она говорит, я учуяла запах смерти. Так. Но уши она заткнула, говорит, чтобы не слышать себя. Почему она заткнула себе М, уши, чтобы не слышать себя? Вот такие, как треугольниками. А, я вижу, что это такой блок, чтобы ее физические глаза, разум как бы не боялись, потому что она начинает дрожать, когда видит этого духа. Мгм. И вместо того, чтобы посмотреть открыто, откровенно и проявить волю, чтобы он исчез, то так сработал ее внутренний целитель, который был образован. Сейчас я ее спрошу, где этот ее внутренний блокировщик, как он выглядит. Мгм. О, рассчитывается спонтанная реакция в секторе интерферентов. Выглядит как спрут черный. Так. Когда этот спрут впервые появился в пространстве Валерии, что произошло на физическом плане? В эфирном плане она как будто бы гадюку вытаскивает из такую жирную гадюку берет и вот так вот вытаскивает из какого-то пространства. Так, Цельнозор. спросим ее. Я слышу цельнозор. Что в этот Вызывание момент? духов цельнозора. Мгм. Так, и в какой момент образуется этот блокировщик, спрут? Так, где-то еще ниже. Мгм. Найди самый основной момент, когда этот блокировщик образовался в пространстве Валерии. Что Слышу произошло? э, титька мамы, Раиса. Мгм. Что произошло на физическом плане, когда этот блокировщик впервые появился в пространстве Валерии? Вижу, что там ее часть какая-то как будто бы зажата между такими черными энергиями. М. Считывается отец-убийца. Что-то у нее Ш отец-убийца. Что это значит? Сейчас я посмотрю, где она зажалась так. Почему она такая зажатая? Говорит кольцо, шейка матки, роды. А, Так, и что там происходит в момент родов?
я вижу, что образуется на голове вот такая как зажатость. Вот. И куда потом вот этот нарастал вот этот имплант, как воздушный шар такой вокруг головы, как спасательный круг. Именно спасательный круг — это как бы защитная реакция. И Так, она посмотри, говорит: "Я сейчас умру". И смотрит себе на правую руку. это в момент родов? Да, говорит: "Я Мгм. сейчас умру". Так, а что это за черные энергии, которые ее зажали? Я слышу материнские блоки. Мать не может ее нормально родить, потому что сама заблокирована. Мгм. Эмоциональная зажатость матери, магическая. То есть она по-предательски сжимает свою дочь. Хотя Мгм. бы могла расслабить свои и родить легко. Так, а те часы на запястье появляются в какой момент в пространстве А, Валерии? Вот во время ее страха за жизнь. И она Мгм. раз назад. То есть она сделала попытку родиться, тут ее зажало, и она просто бульк вот так и назад. Так, а И энергия опять же вот эта отец-убийца? энергия дрожит. А когда она, вот это отец-убийца, Мгм. это когда она назад отпрянула, то она как будто бы ударилась о стенку, где вот это и лицо отца ее вижу. Так, а И она как почему? бы зажата между м, мать здесь как бы ее не пропускает, а Мгм. отец как будто бы ее выталкивает. И оно А посмотри на считывается как противоречие между левым и правым полушарием и способностью отстоять себя. Мгм. Да, передай Валерии, что она может зайти в этот момент родов и передать маме информацию, да, что она ей вредит, и что как бы своей зажатостью, и что и важно сейчас вот ей расслабиться и как бы позволить Валерии родиться самым наилучшим образом. Да, это потерянная коммуникация. То есть она зажалась в тот момент. Я ей передаю, чтобы а, она говорит матери, как-то вот так постучала и говорит: "Убери свой пресс". Мгм. И раз, и родилась. Я ей передаю, чтобы она выбрала самое все лучшее от родителей, поблагодарила их и Мгм. отдала все эти тяжелые энергии, зажатости, эти все негативные энергии, смерти, эти часики. Пусть отдает им. И пусть ее родители, вот Николай, Раиса, отдают их родителям. Потому что Валерия здесь и сейчас выбирает принять от своего рода, от своих родителей только все самое лучшее. Свободу, жизнь, гармонию, процветание. А все это, что она получила в наследство, она не обязана носить. Чужое горе, чужие проблемы — это их выбор. Пусть отдают туда, откуда это пришло. И пусть Так. очищают весь их род. Мгм. Как меняется И в этот ситуация. меняется, и в этот момент эта рука, как дерево такая, знаешь, как липкая такая, которая зажимала ее шею, ее рот, она с нее сползает, буквально скользкая становится и сползает, уходит, и у Валерии появляются крылья, и она поднимается вверх. Мгм. Посмотри, полностью ли ушла эта черная энергия, между которой была зажата Валерия.
у нее какая-то вот эта энергия к ее половым органам. От этого вот он как бы сполз, а вот это как рука, кусок руки к Мгм. ней в трусике, вот так как осталось. Так, и на чем она там держится, где зацепка? А, Она как-то вот это идет, а потом внутрь проходит, и как-то ее как будто бы продевает насквозь. Слышу через чувственные органы и как-то через середину прямо к горлу. Так, а найди этот момент, когда эта энергия впервые проникла туда, в эту зону в пространстве Валерии, что произошло на физическом плане. Я вижу, слышу слово "зачет" и вижу, как эта фигура, этот, ну, назовем его бесплотный или демон коричневый с этим, символом на голове, Мгм. так сидит большой такой метра 3 на стуле, в комнате сидит и пишет "зачет". А в этот момент вижу, Валерия согнулась и держит в руках как бы 2 чемодана или, ну, по-моему, как будто бы 2, ну, может, один. Вот так вот. И выставляет как бы к порогу. Так. Сейчас. И вижу человека, сзади такая черная энергия. Считывается, что она приплела, Так. она Что? Евгения выставила за порог и буквально как будто бы уложила его в эфирном плане в постель с этим духом. Мгм. И как это повлияло на Валерию? Считывается, что это предательство себя. Она в тот момент послушала не свой разум, не свою душу, а этого упыря. Мгм. Оно так и Так. звучит, потеряла себя, потеряла свой дух. И Мгм. буквально вижу, что такая энергия вот от нее отваливается прямо из сердца. Ну, вот эта прозрачная, которая оттуда ушла. И вот эта потеря ее духа спровоцировала образование такой капсулы. Мгм. Видит ли сейчас это все Валерия? Кого она послушала в тот момент? Что произошло? Как это на нее повлияло? Как-то она мотанула головой, светлые, красивые волосы, как в натуре. И с нее как будто бы начала вылазить такая, считывается, маска. А, выглядит на такую корявую, как будто бы из таких колючих каких-то, ну, идет мне как барана. Ну, я не знаю, ты знаешь, что такое барана? М. Это в деревне, которые там тянули, например, за лошадью или за этим, как его, трактором. И когда вспахивали землю, а потом делали, ну, разбивали эти грудки большие на поменьше. Так. И вот оно считывается, вот эта барана, и такая там, как морда такая, вылазит из нее, как сущность. Что это Считывается за сущность? Татьяна, дух Татьяны. Так. При Считывается капитуляция, Так, что за капитуляция? энергия капитуляции, то есть это сдача своих позиций жизненных, Мгм. сдаться перед этими демоническими энергиями.
И Так, я и вижу когда это письмо какое-то. Мгм. Что это за письмо? Сейчас оно находится в секторе интерферентов. И за как будто бы ленточка такая черная. Сейчас я спрошу, кому принадлежит это письмо. М, Это Татьяна. Вот это у нее глаза одного нет. Она говорит, что она послала весточку. так, Говорит какую? Евгению, Виктории. Весточку о чем она Сейчас я послала? спрошу. Она говорит, что опять эта барана, что ей нужно соединить вместе Валерию, Евгения и Викторию. Так, для чего ей это? Показывает вот это, эту ситуацию, когда Валерия выставляет за порог Евгения, и к Евгению присоединяется, буквально считывается, присобачивается вот этот дух. Трехметровый? Да, Мгм. Так, а Татьяна это видит? Ну, вот она такого находится в секторе магии и выглядит как огромный-огромный черный глаз правый, чужой, Так. как из смолы сделан. Мгм. Зачем ей было вас объединить? Она сильно ругается на меня. Ну, это ей никак не мешает отвечать на вопросы. Для чего ей объединять тебя, Евгения и Валерию? Она показывает, как эта сущность, буквально она говорит, передать Виктории, типа мне. Эту сущность? Да, Для чего? она говорит, она не должна видеть нас. Кого? Нас ты не должна видеть. Вот кто-то там в этом портале, как будто бы ступеньки так вот вниз идут. И там на Мгм. этих ступеньках стоят какие-то люди. Давай туда свет проявляем и А, смотрим, кто там стоит на этих ступеньках, кто они такие. Когда ты туда прожектор навела, то этот портал стал плоским, вот так поднялся. Он был так в Мгм. углублении, а он вот так вот стал на одной плоскости. И эти люди стали как на шахматной доске, как фигура на шахматной доске. Так, кто они такие? Она говорит, что это цельнозоровцы. И там есть какой-то ферзь, который стоит посередине. Так, проявляем на свет этого ферзя. Кто он такой? Какая-то сущность стоит в таком плаще. Я спрашиваю, он человек? Да, почему-то идет 98% человек. И 2%. О, Илья, Цельнозор. А чё так 2% чего? закамуфлировался? Что там в нем 2%? Сейчас еще.
как будто бы ничего. Я вот так стучу, а там пусто. А стучу как будто бы по металлическому ржавому чему-то. Считывается вакуум, засосать. Вот эта энергия, вампирическая энергия, чужая, не присуща человеческой природе. Человек не имеет такой энергии, у него это не встроено. Мгм. Так. Приказывай ему отвечать, что он делает в пространстве Валерии. Он говорит: угрожаю смертью, и показывает на эти часики. Так. Зачем ему угрожать Валерии смертью? Он говорит: Вика не должна прийти к финишу. Так. К какому финишу они боятся, что ты придешь? Ну, вот я вижу, перед Валерией был сеанс, и вот я вижу, Маргарита, вот я уже после сеанса и забыла, что там было, а сейчас я это вижу. Маргарита получила венец жизни сегодня. И было считано, что она первая, кто разорвал смерть, что она Мгм. как бы вошла в жизнь вечную. Так. То есть они пытались предотвратить полное освобождение души от смерти ведь человеческого существа. Мгм. Передай им, что ты видишь их планы, их намерения, их суть, что у них Да, там внутри, и этого и духа, который они пытались передать Валерия получила карму за послушание этим духам в виде чего? в виде болезни. Мгм. Ну, получила то, на что заслужила, то, что хотела. Видит ли это Валерия? Да, она смотрит на эту ногу прицепленную, а она как груша такая, искусственная. Я ей передаю, что она может просто передать эти все импланты, эту боль Константину. Пусть он забирает его же руками это все и передает туда, откуда это пришло. А этот дух сильно испугался и заметушился. А я ему приказываю выполнять законы Вселенной и забирать его воздействие и убираться прочь. Мгм. Так. Также, если Валерия хочет, то она может зайти в тот момент, когда она вот это вот выставляла Женю, и когда с ее помощью дух перешел на Евгения, и изменить всю эту ситуацию наилучшим для нее, для Жени образом, как она хочет, в соответствии с Она конами твоей сильно тогда Вселенной. разозлилась. Мгм. Прямо такая энергия жуткая, такая темно-коричневая, колючая, и она очень злая была. Мгм. Видит ли это сейчас Валерия? Всю эту энергию, всю эту злость, и как это повлияло на нее, на Женю? А на самом деле она злилась на себя. Я слышу сопротивление за то, что она не сопротивлялась. То есть эту всю злость она вымещала на Жене, хотя злилась она на себя, на свою бездеятельность. Мгм. Видит ли сейчас это Валерия? Она видит, и я вижу, она снимает эти импланты, эти предательские программы в виде таких ресниц. И она Константину отдает. Мгм. Меняет ли она эту ситуацию с этим чемоданом, с передачей духа? Да, я вижу, как это
Этот дом как будто бы вот так растворяется, и она становится большая. А то она, когда вот подталкивала этот чемодан, она как бы согнула это колено, Мгм. левое именно. Сейчас я ей передаю, чтобы она... И она вот это взяла, и в эту трубочку, вот так, есть такое оружие, как через трубочки, что-то там. М. И она вот это так сделала, и я вижу, что это из горла у нее вот это все вылетело. То есть это ее способность, неспособность защитить себя, а, которую она требовала от Евгения. Мгм. Так. Передай, что Валерия может восстановить свою собственную способность защищать себя, если хочет, и изменить ту ситуацию с Евгением наилучшим для них, для всех образом, если хочет. Так, я вижу, она достает эти как наушники, как фонендоскоп, и выбрасывает. И я вижу, она запечатывает это письмо. Там как будто бы сургучная такая печать. И отдает этой Татьяне. И Татьяна запихивает к ней же. Я передаю Валерии, что в тот момент она может прислушиваться не к голосу Татьяны, а к своему внутреннему голосу. Я вижу, как Так. она снимает эти часики. Они как закостенели, как будто бы из кости сделаны. И отдает. М. И возвращается к ней такая маленькая девочка. Я ей передаю, чтобы она поблагодарила своему внутреннему целителю за то, что он ее охранял все это время. И пусть она настроит коммуникацию между всеми ее частями физического тела, духовными телами, подсознанием, всеми эфирными телами. И высшим я. Тут она поднимается и на уровне, на- как, как будто бы вышла через потолок. Считывается почему-то четвертый уровень сознания. И она, когда поднялась, то руки вот так вот стала, и тут вот это все вот так дрожит, как бы, и как будто бы все металлическое, и опять вот эти бороны такие, как будто бы с таких каких-то механизмов все сложено, и все дрожит. Так, что это за энергия? Считывается четвертое измерение, измерение времени. Так, И она что это за... смотрит на свою ногу, а левая нога находится а, как будто бы в другом измерении, как будто бы она в воде, знаешь, как будто бы нога в воде, М. и она Мгм. видит сквозь воду. А это уже а, считывается тут цифры какие-то запутанные в этой воде. И там я хотела считать, что это за измерение, а оно тут путается. Два, четыре, три. Вот это все так путаница вот такая какая-то. Так, что держит ногу Валерии в том измерении? Я слышу капуцин. Так, что это значит? Кто такой капуцин? Ам, Вижу с правой стороны, где голова, там какая-то черная энергия. Так, что это за энергия? Такая, там подключка в сектор магии. Так, кто находится в секторе магии? Приказывай проявиться. Опять кто-то сидит нога за ногу с рогами, прозрачный, Так, с хвостом, приказывай черный, ему отвечать. черный.
Кто он такой? Он говорит, что он мешатель. Мгм. Что он делает в пространстве, Валерия? Он показывает, как он мутит. Ну, как мы говорим, мутить воду, да? А Мгм. он ногами так чух-чух-чух, и вот эта вся вода, где она стоит, перемешивается. И там вот эти циферки все перемешиваются. Так, что это за циферки, которые там перемешиваются? Сейчас я посмотрю. Он берет их, как кости, которые играют, Мгм. и вот так вот бросает. И радуется. Говорит, она моя. Так, что это за циферки? Слышу события, календарные события, школа, школьный процесс. И я вижу, что вот это у нее, где нога была, Мгм. вот так вот этот портал, то вот идет такая там как бы одна ось. И когда вот человек опускается вниз, доходит до этой оси, то на каждом уровне вот все это получается все глубже и глубже. Там считывается, что она предала себя. И Так, там же вот эта ситуация, где она массаж делает и смеется, говорит второй раз, вот двойка а, на этой кости. так, этот смешатель, когда он впервые появился в пространстве, Валерии, что произошло в этот момент на физическом плане? Что-то как будто бы поползло по Валерии, как ящерица какая-то. И как труба образовалась от сектора магии к сектору вот сюда, к голове, к сектору принятия решений. И там по этой трубе как будто бы кто-то плюнул вот так, такую горошинку. Сейчас я посмотрю, разворачиваю это Мгм. черную горошинку, как будто бы в это черное завернуто там внутри. Что там за энергия? Считывается, я слышу слиперы. Сейчас я посмотрю, что за слиперы еще там. Духовные наставники, цельнозор. Вижу, сеанс делает цельнозор с Моной. Я Так, слышу, достают. что они достают? Буквально вижу с этого, где вот это болото, где это мешается все. Мгм. Буквально вытаскиваю такие черные, как тряпочки, сущности. Амона потом берет их, надувает, как шарики. Так, и как этот сеанс связан с Валерией? Сейчас я спрошу. Я вижу, что Валерия как будто бы в позе медитации, и у нее открывается вот этот портал, где седьмая чакра. Там М, ее руки как будто бы вот так вот сложены. Она вот так вот делает, то есть медитирует, расслабляется, и вот эта чакра открывается, и вот эта вся энергия, вот эти тряпочки ходят в нее внутрь, а это считываются отжившие духи, которых они как бы отживляют. Вот это болото, это как отжившие. а, И считываются фирменные настройки антимира. мгм. Видите сейчас, Валерия? Да, такие фантомы, которых они оживляют с ниоткуда. Мгм. Видит ли Валерия, что происходит в момент этой медитации?
в ее пространстве, чьи энергии она принимает и как это на нее влияет. Она видит, говорит, что видит. А я ее спросила, а где же ее потенциал? Почему она думает, что нужно кого-то вызывать? Так. Почему она забыла о том, что она творец и может творить сама все? И не мертвое, отжившее, а живое? Так. Почему она это забыла? Она показывает вот эту травму родовую, это колечко на голове. Мгм. И опять Так. говорит, мой отец убийца. Что это значит? Она Почему говорит, ее он отец убил убийца? меня. М. Найти эту ситуацию, про которую говорит Валерия, где ее отец ее убил. Что произошло на физическом плане. Она говорит, что она не достигла возраста совершеннолетия. Так. Странно. Показывает девушку, которая одета, ну, как деревенская девушка, м, может, лет 150 назад. Мгм. В платочке, в таком платьице длинном. И вижу дерево, а из-за дерева такой лапы такие, медведь с такими огромными когтями. И она говорит, он убил меня. Так. И что в этот момент происходит на эфирном плане? Сейчас я посмотрю. Образуется вот такой вихрь. Не похоже, что это на физике было. Ам, Это не похоже на физическое приключение. С этим медведем? Мгм. А что это такое? Это похоже как... Сейчас я считаю, что это. Сейчас это пространство. Мгм. Оно выглядит как многоконечная такая звезда, типа как шарик с такими шипами. Она Так. говорит, он изуродовал меня. Опять показывает этого медведя и говорит, ам, мой отец убийца. И опять, что она не достигла совершеннолетия. 16 лет ей было. Мгм. Так, что это за энергия или что это за Лес, пространство? грибы. Типа пошла в лес за грибами. Так. Считай, это было на физическом плане? Да, ну, такое впечатление, что это не с ней было, а что это как... я слышу семейное программирование. Вот пришел ответ, что это такое. Мгм. Семейное программирование. Так. Сейчас я считаю, что это за медведь. Считывается получить мужа магическим путем. Так. Магическая эстетика. Сейчас я спрошу, что это. Это родовые проклятия, которые передаются по роду. Вымышленные иллюзии. Это метафора. Это Мгм. метафора, которая передает информацию по роду. А, Выходить замуж, ну, скажем так, мягко говоря, не за родственных душ.
Так, хорошо. А как это Магия. А связано? кто первый? Что там, какая-то магия должна быть. Найди этот самый первый момент, когда эта программа родовая образовалась. Что Ну, там я произошло? вижу женщину, которая похожа не на Валерию, а похожа на ее маму, как будто бы мама Валерии. Садится перед зеркалом и вызывает духа, и с краешку заглядывает именно вот этот большой дух. Мгм. Так, и что происходит дальше? Сейчас я вижу какое-то платье с пуговицами, как халат, ну, похоже на платье, с Мгм. рукавами, черное. И я вижу, что это платье на эту женщину прилепляется прямо как кожа. И я вижу, когда дети рождаются, то эта кожа как передается. То есть это платье вот так как отрывается кусочек и передается детям. Считывается Так, дочка. и как это влияет? Это платье, кожа. Ам, Так, что это за платье кожи? Сейчас я посмотрю. Мгм. Предрасположенность к магии. И вот это опять я вижу лапа, которая царапает вот за левое плечо. Мгм. Мгм. Так, если это платье, кожа в пространстве Валерия? Она говорит, да, я ношу ее с собой и показывает, что вот это где спина, где этот механизм какой-то, куда Мгм. надавил ее брат. Так, когда это платье, кожу она приняла в свое пространство? Что произошло на физическом плане? Опять я вижу момент рождения, передача данных. Во время рождения я вижу, что передаются данные, но не гармонично. Идет как через поломанный телефон информация, да, кусками. И я вижу, Мгм. что из-за этой родовой травмы большим потоком переходит вот эта негативная родовая программа. Мгм. Видите это, Программа буквально Валерия? вызывать духов, да, предрасположенность к магическому мышлению. То есть это уже Видит ли это? прописано на Мгм. генетическом уровне буквально с детских лет. Видит ли это все Валерия, что она приняла в момент рождения? Она Или посмотрела и говорит, это не я. Мгм. Так. Если хочет, она может изменить всю эту ситуацию, отказаться принимать негативную информацию, коды, все эти воздействия родовые и принять только светлое, чистое, живое. В этот момент я вижу, как буквально, как будто нитки, ну, такие засохшие нитки, которыми, ну, как бы послеоперационные образуются, Мгм. похожие на колючую проволоку. Это все отваливается, и такой поток света буквально начинает литься из сектора первоисточника. И я слышу обнуление программ Люцифера. Я передаю Валерии, чтобы она в этом моменте вернула свои естественные настройки светлой божественной души, приняла от своего первоисточника жизни только все самое лучшее от своих родителей по всем поколениям, приняла только жизнь, гармонию, процветание, абсолютное здоровье и счастье. А все эти негативные, чужеродные, темные программы пусть отдает своим родителям, пусть они отправляют их туда, откуда
эти программы, эти энергии пришли по всем поколениям, прямо к корню и уничтожают. И таким образом она очищает пусть свой род. И Мгм. вдруг ее дочки так как будто бы ниоткуда вынырнули. И ее нога отсюда тоже, с этого болота, шух, вынырнула. И она подхватила детей на руки. И вижу, у нее образовались как крылья. И, и дочки вот так закружились, поклонились и улетели. Мгм. Так, посмотри, полностью ли убрала Валерия в своё пространство это платье, кожу. Достает какой-то лоскутик из спины и такой же показывает между бровей, как третий глаз. И она Так. говорит: кожа Люцифера. Мгм. На чем эта кожа еще держится в пространстве, Валерия? Я вижу, что есть зацепка у нее, где гениталии, в родовом Так. центре. Что это за зацепка? Сейчас посмотрю. Там что-то, как будто бы две трубочки связаны в одну. Что это за трубочки? Буквально я как бы внутри нее нахожусь, и там, где матка, такие две черные трубочки прямо в середине матки. Так, что это такое? Считываются импланты безбрачия. Так, и Сейчас я как они посмотрю, что это такое. так, что это такое? Какая-то странная вещь там считывается в этих энергиях, как будто бы сидит какой-то человек, костер, он как возле пещеры или возле горы с камнями сидит, и кушает мясо, как кость обгладывает. Такой человек. Это мужчина. Мгм. Так, кто он такой? Он говорит, что он ее папа. Так. И когда эти импланты появились в пространстве, Валерии, что произошло на физическом плане? Она говорит, что ей мама передала. Так, в момент, когда она приняла это от мамы, что произошло на физическом плане? Она была маленькая, вижу, такая шапочка с кружевами. И вижу, как, ну, странно выглядит. То есть она маленькая. Может, это так метафора, что она... Короче, девочку купают. Мгм. Писечку купают, ей моют. И стоит кто-то, ну вот мама ее моет, а, а вот этот кто-то стоит и смотрит прямо вот туда. Так, кто это там стоит? Приказывая ему проявиться. Какая-то огромная черная сущность. Это тот же Морда трехметровый, рептильная. Да, приказываем упырь. отвечать, кто он А, такой. Он говорит, что он программитель рода. Так. Вот это идет, знаешь, как сглазить, Мгм. люди говорят. Да, сейчас что-то оно идет, как это.
такая нехорошая энергия от него идет. Он так смотрит как-то, считывается пагубно, но именно в то место. Приказывает отвечать, что он делает. И буквально глазами я вижу, как он, считывается, запирает, и устанавливаются 2 такие красные трубочки вдоль. Вот. Потом связывает. Это какая-то как магия происходит. Завязываются ниточки, потом от этих ниточек эти черные трубочки. Приказываем отвечать, что это он делает, что это за ритуал. Я вижу, что кто-то делает ритуал, какая-то женщина. Так, проявляем ее, приказывая ей отвечать, кто она такая. Сейчас вижу рептильные глаза такие желто-зеленые. Желто-зеленые глаза с полосочкой. Сейчас кому они принадлежат? М. Хозяин этих глаз приказываю проявиться. Я вижу, что мама привязывает на правую руку красную ниточку, шерстяную, Так. маленькой Валерии. Мгм. Какие-то ритуалы, и то не один. Так. И что в этот момент происходит в пространстве Валерии, когда мама делает эти ритуалы? Считывается, что она буквально вытаскивает родового духа безбрачия, Мгм. окунает дочь в безбрачие. Так. Считывается, накладывает проклятие на дочь. Мгм. Так, если Валерия хочет, она может передать всю эту информацию маме, что видит ли мама, как ее все эти ритуалы влияют на Валерию. Я вижу, Валерия стоит, у нее на руках такая, как рушник, и эта ниточка туда красная появляется, и вот эти все импланты на этом рушнике появляются, и она передает родителям. И я ей передаю, чтобы она передала не просто родителям, а чтобы она сказала им, что чтобы они передали это дальше по роду, потому что я вижу, как этот рушник их обвязывает по шее. То есть М, карму передает. Я говорю, ей, что не нужно карму передавать. Пусть просто м, передаст, чтобы это ушло, потому что это генетическая память в ее пространстве, чтобы это не зацеплялось нигде. так. И что происходит? Я вижу, как она правой ногой вот так просто вот это выталкивает. м, И не хватает работы над собой. Опять мне это пришло. Мгм. То есть вот этот Так. импланты вот эти все, да, это что такое? Это внутренний саботажник, который провоцирует надеяться на кого-то, но не на себя, не делать действия. Потому что нужно провести вот эти родовые ритуалы очищения, о которых я рассказываю. То есть это ну, не сложно, но это нужно сделать для того, Мгм. чтобы на уровне сознания это закрепилось, и тогда и на уровне подсознания подтянется все. Я передаю М, Валерии, чтобы она сейчас поблагодарила своих родителей за дар жизни, весь род ее, и приняла только свет, жизнь, гармонию, процветание, а все, что не соответствует высшим вибрациям любви и счастья, пусть отдает родителям, и пусть они передают это туда, откуда оно пришло к ним, по всем ветвям и корням, и очищает полностью свой род, потому что она не обязана носить тяжелую жизнь, программы других людей, даже родителей своих.
Так. Что происходит? Опять этот рушник она держит. Сейчас я посмотрю. И там что-то там лежит на них, на этом рушнике. Какие-то черные полосочки. Так. Сейчас Что это? говорит, что кому-то приготовила. А приготовила отдать, я слышу, в спадщину, то есть в М. наследство. Что Спрашиваю, это за кому? полосочки? Она говорит, какие-то, вижу, генетические программы, связанные с кожей, с кожными проблемами. Как будто бы у Так. дочерей кожные, у кого-то кожные проблемы. Мгм. Так. Высыпание, экзема, вот что-то такое. Видит ли Валерия эти программы энергии, которые она приготовила в спадщину? Да, она видит, берет их, рассматривает, такие черные, магические, поблескивают. Она Мгм. опять говорит, что приготовила для своих дочерей, Зачем она это делает? чтобы они передали своим дочерям. Так. Для чего это Валерия? Передавать это по своему роду, эту Она энергию. говорит, что когда она в следующий раз придет, то показывает, что одевает те же какие-то как лапти, и опять это дерево сбоку сухое, как просто какой-то столбик, и опять это лапа медведя, которая цепляет ее за левое плечо. Она говорит, чтобы я умерла снова. Так. А почему ей важно снова через это пройти? Она говорит, что так хочет ее господин. Так. Кто ее господин? Приказывая ему проявиться. Электрическая сущность, которая вот тянется через сектор магии, сектор интерферента. Электрическая — это значит энергетическая. Мгм. Так. И кто хозяин этой сущности? Приказывая ему проявиться в его пространстве. Она говорит я, ну, типа она. Мгм. Не я, а она. Да, да, я поняла. Так, и когда эта сущность впервые появилась в его пространстве, что произошло на физическом плане? Она говорит, что она оторвала себя от жизни. Что произошло на физическом плане в этот момент, когда она оторвала себя от жизни? Она говорит, что она создала свой потенциал. Она показывает такую черную энергию. Говорит, что тогда, когда она разозлилась на себя, в тот момент она предала себя и связалась с эгрегором. То есть я вижу, как от нее, вот с правой стороны потекла такая, как ручеек, черная эта энергия, которая связалась с нижним пространством, где находится в потустороннем пространстве, как огромный магнит, эти эгрегориальные структуры. Она Мгм. настроилась на них, и хотя у нее маленькая эта энергия была, но она, я слышу, вампирическая энергия, которая соединилась с более грозным вот этим существом в эфирном пространстве. Так. Видит ли это Валерия, Да, что это программа произошло в этот момент? самоуничтожения. Видит ли Валерия, что Она произошло в той говорит, что ситуации, когда она видит и разозлилась? снимает из глаз такие огромные жестяные накладки, Мгм. импланты. И глаза вдруг ее засияли, и лицо стало молодым, и пробивается свет сквозь физическую кожу. Мгм. Передай, что она может зайти в тот момент, когда она сильно разозлилась и образовала
все эти структуры в своем пространстве, подключилась к этим всем потусторонним пространствам, то она может зайти перед тем, как это все случилось, и изменить всю эту ситуацию наилучшим для нее образом, как она хочет. Я вижу, что она совсем маленький ребенок. И она сердится и кулачком вот так бьет, и у нее вот здесь в руке образовывается как будто гвоздик такой черный. Мгм. И она, как такой маленький ребенок, она так говорит, что она ненавидит себя. Так. Валерия сегодняшним своим сознанием может зайти в тот момент, передать себе, той маленькой девочке, всю свою любовь, М, нежность, ласку. как красиво. Она такая большая, сияющая, нагнулась и ее подняла, как будто бы из пола. Она как потерянная, буквально как игрушки валяются по полу. Вот так ее эта часть потерянная там была. И она ее подхватила. Так, и что происходит? А, она как бы переместилась вот в сектор высшего я, в сектор первоисточника. И энергосфера ее буквально такая, ну, считывается, надулась. Стала такая, ну, правильной формы, как шар. Сияет, Мгм. но где-то латочки есть. Латочки, они так считываются, заплаточки. Как Так. отверстия, которые залатаны, но не ее энергией, а чужеродной энергией. Вот одна такая латочка вот на уровне колена находится. Мгм. А чья это энергия? Она Кто тянется в хозяин? сектор интерферентов и в сектор магии. А вот сектор интерферентов такая, как стеклянная, прозрачная, а в сектор магии черная подключка. В секторе магии вижу там какой-то как хоровод. Платья развиваются, за руки люди держатся. У одной из, ну, из этих человеческих фигур на голове такая, как у колдуньи шапочки такие черные. Мгм. Так. И как этот хоровод связан с Валерией? Сейчас я спрошу. Осчитывается групповая медитация. Так. Что происходит на физическом плане в момент этой групповой медитации? Валерия буквально как будто бы ее засосала в экран. Я вижу, она вот так вот, буквально ее, как, знаешь, как магнит к магниту вот так вот, буквально Мгм. засосала в экран, и ее глаза буквально как прилипли к экрану. Так. Считывается, отождествляет себя с группой цельнозора. Мгм. Видит ли это сейчас Валерия, что в этот момент происходит? Как Она это на говорит: нее "Да, влияет? я вижу", и достает такую черную книжечку из сердца, такую маленькую толстую книжечку достаю. Так, что это? Она говорит: "Миссия исполнения". И там в этой книжечке такое какое-то, как серебряное колечко. Так, что это за колечко? Что это за энергия? Так странно это колечко. Это колечко как будто бы, приделано к этой книжке. И камешек такой поблескивает странным таким, как заманивает такой этот, считывается взгляд. Что это за колечко? Считывается отношение с Евгением. Так. И А это кто? черная книжечка. Сейчас кому она Мгм. принадлежит? Так, кто хозяин? А, вижу, что у Валерии, вот там, где эти импланты были в родовой чакре,
оттуда высовывается как рука такая сбоку и пишет в этой книжечке. И Валерия, ну, там считывается, что, как Валерия говорит, что она написала свою судьбу по решению приговора Так. ее Какого рода, приговора? вот этого медведя. Мгм. Какую судьбу она себе написала? Говорит, расторжение брака до замужества. Что это значит? Сейчас я посмотрю. Ну, я вижу ее предыдущего мужчину, Мгм. несостоявшийся муж, и Евгений тоже несостоявшийся муж. То есть вот это паттерн такой, программа. Мгм. А когда эта книжечка с кольцом впервые появилась в пространстве Валерии? Что произошло на физическом плане? Вот эта медитация. И я вижу, что у нее шестая, седьмая чакры буквально провалились. Черная энергия вот так буквально как провалила. Как удар топором буквально произошел. Мгм. Видит ли сейчас Валерия, что произошло во время этой групповой медитации? Как это на нее повлияло? Да, она видит. Тогда, если она хочет, она может зайти в момент перед этой медитацией и изменить всю эту ситуацию наилучшим для нее образом, как она хочет. Вот она это делает и берет эту энергию, которую она показывала и говорила, что потеряла дух. Я ей Мгм. передаю, чтобы она вернула свое естество, свой дух, всю свою сущность божественную, исцелила ее, и я вижу, как ее эфирные тела разрозненные друг от друга, такими как перепонками буквально. Мгм. Это как яйцо в яйце, знаешь. Сейчас это. И у нее сейчас отделена ее нижняя часть. Вообще как-то странно. Считывается как жало. Идет подключка в сектор. Вот эта подключка, которая была прозрачная в секторе интерферентов. Мгм. Так, а там кто? Кто находится в секторе интерферентов, приказываю проявиться. Он считывается домогатель. Какая-то сущность на такой кресле-качалке. Нога за ногу и так вот раскачивается. Покуривает стакан. С коньяком на столике стоит. Достает еще тут оттуда еще чего-то, говорит, марихуанку. Так. Приказываем отвечать, кто он такой. Он говорит, блудник. Так. Что он делает в пространстве Валерии? Он показывает вот это, как эта программа работала, что запутывает эти цифры, да, то есть М. спутывает ее истинный путь, ее истинные события. Это была та программа. А вот эта программа запутывает, уже работает в ее физическом пространстве и показывает, как запутывает ее ноги, как одна нога запутывается за вторую и образует такой, как спираль, как веревку. Так. Что это он делает в пространстве Валерии? И две ноги образуются, как будто бы погружены в один портал в секторе магии, то есть в магическое пространство. Мгм. Этот Он говорит, блудник. что он блудник, что он ее контролирует. Так. И как он влияет на Валерию? Он говорит, что он делает ей больно. Что именно?
Какую боль он ей причиняет? разную. Физическую? Да, то она ударится, то она еще чего-то. Я просто вижу так чих-чих, то она ударяется, то вот эта боль, она в спине, то Так, там, вот это, вот эти с все. какой целью он причиняет ей боль? Он говорит, что она непослушная, Так, что это значит? говорит, что она должна умереть. Так, почему она должна умереть? Тогда он заберет ее всю. Мгм. Когда этот блудник впервые появился в пространстве Валерии? Ой, как он испугался твоего вопроса. Что произошло на физическом плане? Так, стоп, куда это он побежал? Он убежал. Я его Возвращай его, возвращаю на сади кресло его. туда-обратно с этими его прибамбасами и смотрю. Когда он впервые появился в пространстве Валерии? Что произошло на физическом плане в этот момент? Я вижу, она девочка, почти девушка молоденькая, почти девочка. И какой-то парень стоит и ей подарил цветы. И так вот и тыкнул прямо как вот сюда. Так. И что в этот момент произошло на эфирном плане? Она что-то достает, вот так как этот доставал и говорил марихуанку. Мгм. Так, она достала что-то и показывает. А этот дух этот пришел, Константина, вот этот. И показывает, и она на руке держит это кольцо. Мгм. То есть это уже программирование будущих событий. А на физике что произошло? Так. Ам, сказать трудно, просто вижу то ли безответная юношеская любовь, я вижу, что чувство чувствую, что она упала как бы на кровать и считывается как раздор. Мгм. А где это разрешение, это зацепка, по которой этот дух проник в пространство Валерии? Это родовые программы. Я вижу, как в секторе магии, как будто бы женщина, вот на Раису похожа, вот такая полненькая, берет и как будто бы не то что танцует, ну что-то такое делает, и две сковороды у нее черные, и она так стучит ими, и как будто бы пританцовывает, ну как бы шаман вот так что-то делает. А, Мгм. И что в этот момент происходит на эфирном плане? В эфирном плане считывается это как укрепление богатства рода. Так. И что это означает на самом деле? Но на самом деле никакого не богатства, потому что вижу, что образуется имплант. Так. Как петелька такая красная. И тоже ну, в родовой чакре, тоже там. Мгм. И как это влияет на род? Она считывается как постоянно беременная. Что это значит? Хм. Опять идет это слово преждевременные роды. И постоянная беременная, но не так, как беременная, а как-то М. по-другому. Ам, Это считывается кольцо безбрачия, и считывается вот это, как есть спиральки, которые женщины вставляют в Мгм. матку, чтобы предотвратить беременность. И получается, что женщина каждый месяц беременеет, но каждый месяц беременность это прерывается. Мгм. М. Убийства происходят, да? Да. Так. Видит ли это Валерия, эти все родовые программы, и когда они образовались?
Она говорит, что видит, и говорит, что она родом из дома. Что это значит? Говорит, я родом из дома своего отца. Я ей передаю, что она может из рода своего отца взять все самое лучшее, а все родовые негативные программы отправить туда, откуда они пришли. Мгм. Так. Что она делает? Сейчас как-то все пропало, все исчезло. Так. Что это значит? Почему-то вместо этого этой сущности, которая там раскачивалась на кресле, уже М, Валерия сидит. Так. И что это означает? Она говорит, что они время от времени меняются местами. Говорит, то я его кормлю, то он меня кормит. Мгм. И как это влияет на Валерию? Потом она говорит, мой диагноз безбрачие. Так. Ну, передай ей, что это просто ее выбор, ее решение. Она может изменить, как она хочет. Если ей подходит безбрачие, может себе оставить. И сейчас я вижу, она берет этот чемодан, который вот по настоянию того духа она выставила, М, она берет и отдает ей этому духу. И эта качелька шух и исчезает. И этот дух окончательно, этот коричневый, этот от Константина, тоже, он похож на как засушенное мясо. Считывается вот эта энергия такая жуткая, как мумия. Мгм. Вот. Оно связано с ритуалами смерти, вот этот дух. Так. Ну, Валерия, если хочет, сможет передать информацию брату про этого духа, про то, как это Да, все влияет на нее и на него. мгм. И если хочет, чтобы Валерия полностью очистила свое пространство от этого духа, от этого блудника. Мгм. Проверь, как поменялась ситуация с этим, с программителем рода, который там магичил, запирал импланты, трубочки, ставил. Как изменилась эта вся ситуация? А, Я вижу, что в энергетическом пространстве вместо этого какой-то как шарик такой странно сияющий движется вот так спиралькой. Так. Считываются родовые паттерны, то есть вот это как бы проходить одни и те же уроки по много раз. Я передаю Валерии, что она может это все остановить, все в Мгм. ее воле, она творец своей реальности, Так. очистить все ее энергетическое поле от родовых негативных программ, восстановить целостность, гармонию. Так. И что происходит? Ну, сейчас. Она отвернулась, считывается, устала, как будто бы плащом таким, как крылья свои, вот так вот взяла, так накрылась и повернулась в сторону. Мгм. Что это значит? Считывается всеобщая усталость. Так. Что значит всеобщее? Ам, но я вижу, что это выглядит, как будто она смотрит, и куда посмотрит, то там такие трубочки черные, а за ними опять пространство. Так. Что это такое? Что это за трубочки? Я слышу слои распознавания.
энергии. Мгм. И как это связано с всеобщей усталостью? Но это в ее пространстве всеобщее. Мгм. Так. Оно звучит как глобальная усталость, то есть сильная на всех уровнях. Мгм. Усталость от чего? Она показывает открытый портал, говорит от утечки энергии, от потери энергии. Мгм. Кто хозяин этого портала? А, Приказываю проявиться. Ее энергосфера как будто бы просто разорвана в районе вот правой ноги, разорвана. Мгм. И отключки никакой не вижу. Просто вижу, что там такая считается машинальная дыра автоматическая. Просто уходит энергия вот как в никуда и рассеивается. Хорошо. Зайди в тот момент, когда энергосфера была разорвана. Вот когда она прям разрывается. Что происходит в этот момент на физическом плане? Ничего, пока нет. Хорошо. А что происходит на эфирном плане в момент разрыва ее энергосферы? Ну, Что ничего. что что вызвало? Она не хочет работать больше, она отвернулась. М, хорошо. Тогда будем заканчивать. Да, Тогда прощаемся с Валерией. да, передаю, чтобы она поднималась в самые высокие пространства. Так. Наполнялась живыми светлыми энергиями, любви, гармонии, радости, здоровья, Мгм. молодости, долголетия. Спроси у нее, все ли мы для нее сегодня сделали, что она хотела. Она говорит, что она этого не просила. Чего этого она не просила. Она говорит, что она недостойна освобождения. На тебе приехали. Так. А Я чья это спрашиваю, кто это установка? говорит в Да. ней. Мгм. Кто хозяин этого убеждения? Вот вижу в левом глазу сбоку, как будто бы сквозь глаз. Отсюда вот с левой стороны а, такой луч идет и в правую сторону. Так, сейчас я посмотрю, что Мгм. опять идет контракт. Контракт развлечения. М. Так. Посмотрим этот контракт. Ну, если она покажет, то посмотрим. Мгм. Спроси ее, видит ли она этот контракт и хочет ли она его проработать. Понятно. Что? Она хочет, смотри, да опять же это то же самое. Смотри, естественное желание вернуть себе естественный механизм развлечения. Это проявляется через спонтанное ясновидение или и через телепатическое чтение. То есть телепатия– это естественный механизм считывания информации на всех уровнях. Но Мгм. она как бы хочет перескочить один момент– физическое сознание. То есть хочет опять мне идет, что как бы получить это незаслуженно, не да, ну, как бы даром, да? А ничего Вселенная даром не дает.
Мгм. То есть оно возвращается тогда, когда человек осознает, проявляет волю, делает правильный выбор, работает над собой каждую минуту, каждую секунду, когда приходит момент, что нужно что-то работать. Ну, потому что есть время и полениться. Мгм. Хорошо, передай эту информацию Валерии. Да, и вот мне идет, кто-то говорил из психологов великих, что ничего так не работает, как упражнения, которые человек выполняет сам для себя, психологические упражнения. Потому что это тренировка точно так же, как мы, например, тренируем свою письменность. Нельзя М, научиться писать, только смотреть, например, как кто-то пишет. Нужно самому это делать. так, хорошо. А, Давай вернемся к тому моменту, чего Валерия не просила, чтобы мы для нее сегодня делали. Сейчас я спрошу. То, возможно, нужно тогда отменить Она то, говорит, что она не просила. я не просила меня пугать. Нет, ничего отменять не надо. Она не готова была просто встретиться лицом к лицу с своими страхами, Мгм. своими Так. программами. Потому что Мгм. я вижу эту сущность коричневая от Константина. То есть она как бы не хотела туда идти и смотреть, потому что это, ну а как осознавать, что от брата это пришло? Ну, типа так, плюс-минус. Передаю, что сознательная часть хотела ну, узнать причину боли и проблемы с нервом. А для этого нужно посмотреть туда. Ну вот она оборачивается, смотрит, и я вижу, как она берет этот имплант, вот, как пластина такая круглая, от которой идут такие два разветвления, и просто передает это Константину и этому духу. Так, хорошо. Ну и Я ей пусть передаю, убирает чтобы она их. закрыла все Мгм. порталы, потому что это ответственность ее брата работать над собой, она не несет ответственность Мгм. за решение других людей. Также Валерия может отменить свое решение делать тут массаж и восстанавливает все свои нервы. А вот сейчас опять эти веревочки, эти ниточки, которые она говорила, что ей нужны, чтобы она передала их по наследству, я вижу, как она их выбрасывает. Она их выбрасывает, и этот рушник, который она вот так вот держала, вот так скрутился в черную трубочку, и она его запихнула в портал, выбросила. Вот, и я вижу, у которой из дочек у нее, я вижу пятна, как Псориаз. экзема или псориаз, что-то такое. И они такими прямо пятнами, и они уходят вместе с этой трубочкой. Мгм. Так. Посмотри, как изменилась ситуация с этой левой ногой, Ну, с вот она седалищным нервом. показывает ноги, свободные пальцы, вот так вот перебирает ими, Мгм. считываются свободными. Я Так. передаю, чтобы она свою жизненную энергию пустила по всем нервам, восстановила чувствительность, здоровье, молодость, красоту, обновила все функции своего физического тела, всех ментальных тел, эфирных тел и коммуникацию между всеми ее эфирными и физическим телом. Мгм. Под коленом был отрезок трубы. Как изменилась ситуация. М, Ну, как будто бы она ее сломала, выбросила, нету. Мгм. Также были спаяны руки, и там был черный ключ в шкатулке, который сектор магии. Делался, как М. изменилась эта ситуация. Она говорит, что ее ключ, говорит, мой
ключ во мне. И руки как бы свободные, но эта шкатулочка как бы в сердечной чакре осталась с А этим что это ключиком. за шкатулочка? Ну, сейчас посмотрю. Квадратная такая, прям как шкатулка-шкатулка. Что это за энергия? Считывается как доминанта, презрение к себе. Мгм. И кто хозяин этой энергии? И вот в этой шкатулочке лежит вот это, как знаешь, копеечка, орел и решка. В сектор магии тянется подключка. И там вот эта сущность, она, вот это, что перекладывала там эти циферки, она то есть это как казуальный такой выбор жизненных ситуаций. Ну, как говорят, что Бог пошлет, вместо того, Мгм. чтобы творить свою реальность. Так. И когда эта шкатулка появилась в пространстве Валерии, что произошло на физическом плане? Вижу ее, буквально она как ребенок, который тащит тяжеленный портфель. Мгм. И вижу очень мрачные энергии и в голове, и вот так по всей руке. И в этом считывается чемодане. И вижу, что м, вот эти негативные ситуации, которые у нее складывались с чемоданом, в аэропорту потеря, а потом вот этот чемодан опять проявился, где она выставила Мгм. Евгения с чемоданами. И вот вот эта детская какая-то травма. Так. Что произошло на физическом плане, когда эта травма образовалась в пространстве Валерии? Ну, это так бывает, когда вот дети иногда так горько плачут, когда не хотят в школу идти. Мгм. Видит ли сейчас Валерия, как-то ситуация на нее повлияла, что за ней потом последовало в течение всей жизни? Да, это буквально звучит тащить уроки. Мгм. Если хочет, она может зайти в тот момент, когда эта программа образовалась, и изменить всю эту ситуацию наилучшим для нее образом, как она хочет. Я вижу, как она раскрутила этот чемодан, который считывается, этот портфель, вот так Мгм. раскрутила и выкинула его. И эта спираль в ноге тоже вылетела вслед, и она весело поскакала в школу, как по Так, лугу с цветочками. Я ей передаю, чтобы она заменила эту грусть на радость. так. И как меняется ситуация с этой шкатулкой? Она открывает ее, и я вижу, как эта копеечка, но она не копейка-копейка, а вот прямо такая выпуклая, как воздушная такая. И она берет и ее давит. Вот как ее брат надавил там, а теперь Мгм. она ее вот так давит, и эта шкатулка раздавилась а, по всем бокам. Я ей Так. передаю, чтобы она вернула все потерянные частицы счастья, гармонии, процветания, которые она потеряла за всю свою жизнь, переписала свою жизненную матрицу на счастье, гармонию, процветание, счастливые встречи, достижение ее целей, которые она ставит перед собой, позитивных. Мгм. Посмотри, полностью ли ушли эти часики с ее запястья. Да, она их сняла и отдала маме. Мгм. Хорошо. Ну, пусть портал закроет за мамой, за братом, полностью Да, я ей передаю, чтобы она очистит, восстановит свое личное пространство. вытолкнула с ее пространства всех и вся, все, что не принадлежит ей, наполнялась своими собственными энергиями. Вижу, как она поднимается вверх и уже не стоит боком, уже не обижается.
Вот, энергосфера становится большая, плотная. Крылья вижу, да, есть, М, прозрачная. так. Благодарит. Мгм. Спроси, все ли мы для нее сделали, что она хотела. Да. Хорошо. Тогда все вместе поднимаемся максимально вверх, Мгм. наполняемся живыми светлыми энергиями любви, гармонии, радости, благополучия, молодости, здоровья, достатка. Мгм. Прощаемся с Валерией. Да. Отсоединись от всех и от всего. Мгм. Проверь свое личное пространство. Очисти от всего чужеродного. Закрой все порталы. Мгм. Поднимись еще выше. Мгм. Наполняйся светлыми энергиями любви, гармонии, радости. Мгм. Ты готова выходить? Да. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Валерия, как себя чувствуешь? Устала. Я, кстати, в какой-то момент действительно такая устала, думаю, закрываем это и надо заканчивать. И как раз через пару секунд и произошло, что я сказала, что я устала. Ну, прям спасибо большое. Вообще, вы молодцы, вы такие трудолюбивые, не сдаетесь. Надо мне учиться не сдаваться и уметь защищать себя. Спасибо большое. Никогда, Благодарю. Валерия, нельзя Да. сдаваться вообще никогда. Потому что, когда идет выбор сдаться, должен кто-то сдаться один. Это всегда нужен. Это нужный момент, и это такой важный момент в нашем саморазвитии. Кто-то должен сдаться. Это не просто так. Это же энергия сдачи, капитуляции. Кто должен капитулировать? Задай вопрос. Это я должна капитулировать, моя божественная душа или мое эго? Потому что когда эго сдается, тогда наше истинное «я» получает назад всю потерянную энергию. Но когда мы сдаемся, то наше эго, которое связано с этими всеми эгрегорами, с другими людьми, которые подосланы этой жесткой матрицей искусственной, да, они получают энергию и власть над нами. И тогда в жизни начинается хаос. Это да. Я уже так решила, что мне, наверное, надо хотя бы там раз в месяц или там чуть реже просто чиститься. Потому что, ну, я понимаю, что это я там творю такое, да, но тем не менее иногда и подкидают. А потом разгребаешь это долго, это дотягиваешь, скажем так, уже до таких печальных вещей, что лучше А просто что убирать значит периодически. чиститься? Эм, ну, как минимум приходить на сеансы. Это как Ну, минимум. это, А это как в раз про лучшем то, что варианте, да, Вика говорила, работать. что Я ты знаю, работать над пытаешься собой, за да. счет Проходить этого, да. упражнения, да. Да-да-да, я Ну, понимаю. просто надо просмотреть то, что Вика давала, да, на школе, и на это, и Мгм. как бы делать эти упражнения. Очень понравилось, суперское.